Токио– это не просто столица Японии, это настоящий мир в миниатюре. Город, который никогда не спит, где каждое мгновение переплетаются старинные традиции и ультрасовременные технологии, где встречаются множество культур и идей, создавая уникальный, динамичный и многослойный мир. Сегодня расскажу вам, что же делает Токио таким особенным. Windsor satu sama ya manipulaya Windsor satu тинопати тари доме бала. Вот, я не знаю, реально, вот какую локацию не возьми, все настолько кинематографично. Вот смотрите, да? Вообще ням. Кадр ням. Тут кадр тоже ням. Тут кадр тоже ням. Просто вот реально все красиво. Все дышит красотой. И вот это тоже, смотрите, как ням. Ну, это разве такое возможно вообще? Вы мне скажите, как можно было создать город, в котором все, абсолютно все эстетично. Вот смотрите, вот как эстетично люди идут по переходам. Ну, люди просто идут по переходу, это выглядит как будто бы кадр из фильма. Даже здесь, смотрите. Просто я в шоке. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Валя Кавасаки в Токио. Часть первая. У меня есть предвкушение этой встречи с Японией, потому что я же Валя Кавасаки, как бы я в первый раз вообще еду в Японию. Вот, Кавасаки — это мой псевдоним, как бренд мотоциклов, да. Вот, и решила ее взять. Внутри как-то чувствовала всегда любовь к Японии. И вот как бы это наконец-то случилось спустя 5 лет после того, как я взяла этот псевдоним. В первый раз туда лечу. Так, ну что, он забирает меня на такси. Окей, let's go. Okay. Так, огромный у меня тяжелый чемодан. Yeah, I help you. Okay? Пока ничего сложного не было, визу получить было несложно, это буквально заняло типа за 2 недели до, можно получить ее, за 2 недели до отлета, да. Главное купить билеты сразу же, бронь отелей сейчас не обязательно показывать, так что нужны просто авиабилеты, все. Ну и ваш план путешествий. Вот. Потом нужно заполнить анкету, там есть, конечно же, нюансы. И рядом с этим посольством есть типография, в которой, в гастрономе, которая помогает заполнить все документы, правильно распечатать их. Я решила это сделать самостоятельно. Можно делать через визовый центр, самим туда не ездить, и это там стоит там типа 3-5 тысяч рублей. Вот. Мне захотелось сделать это самой, потому что мне было очень интересно посмотреть на сам процесс. About 40 minutes. 40 minutes, окей. Okay. Окей. 40 минут будем ехать сейчас. И посмотрим, сколько это будет стоить. Я взяла такси прямо из аэропорта. Обычно оно дороже, но даже на Uber показывала 6-7 рублей. Так, добрый водитель сделал мне скидку, и я в итоге плачу
9000 вместо 12. Вот, выходим. О, so beautiful. Очень красиво. Nice. Так, вот, значит, мои апартаменты. Сейчас я буду вместе смотреть, заходить. Вот такой вот у меня вид. Тут тепло. Короче, вот так происходит самозаселение. Нет? Оба. Да. Так включается свет. Так, извините, мы его зайдем. Ну, чего и следовало примерно ожидать. На фотках выглядело все гораздо больше. О, в миллион раз больше. Фу, господи, я так устала, вы не поверите. Так, ну, кухня вот есть. Сейчас ванну посмотрим. Так. Хай. Уставшая я. Комната, ванна. Ну, мне по размеру, в принципе. Не знаю, кому как, конечно. Эти вот их знаменитые японские туалеты, которые тебе сами все делают. Есть в каждом доме. Вот. И самая проблема была при выборе апартаментов, что плохие ванные комнаты обычно делают. Вот. Это еще нормально. Вот то, что я видела на фотках, они были просто все ужасные. Была бы нормальная квартира, но ужасная ванна. А для меня это, естественно, важно, как бы, да. Стиралка есть, что? Если кого-то надо постирать. Все вот это вот. И все. Я хочу успеть посмотреть закат. Поэтому я сейчас буду выбегать. Не знаю, телек. Тут что-то. Неплохо. Неплохо, кстати. Неплохо. Совсем неплохо. Это что? На дверь. Понятно. Ничего интересного. Тут еще есть какая-то... О, еще одно окно, смотрите. Прикольно. Хочу открыть. Нет, не тот. Ты, может, откроешься, нет? Не хочешь? Если не желаешь. Вот так, короче. Понятно. Все, заходим. Че стоим? Стоим, не заходим. Ну, короче, маленький номер, но от Токио ничего не следовало ожидать. Стоит у меня номера в среднем $100 в сутки везде, во всех. Короче, это стандартный токийский номер, я скажу так. Стандартный токийский размер. Для меня в целом норм. Такая уставшая. Так хочу сходить в душ и посмотреть закаты все вместе. Я должна выбрать. Ребят, вот ситуация, да, как бы в Токио не стоит брать большие чемоданы, потому что, ну, как бы его даже негде класть, да. Вот. Он сюда даже не помещается. Так что мы его везем сюда. План, значит, поменять одежду, прогуляться немножко, вдохновиться и лечь спать. Вот, купить воды, купить там всего. Обычно в апартаментах не оставляют. Вода! Есть вода, господи! Какие вы милашки! Спасибо. Это за забота. О, это лучший подарок. Спасибо. Вот, в общем-то, у меня здесь вот так будут лежать вещи. Ха-ха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. И хи-хи-хи-хи-хи. Да, вот так, друзья. Скоро расскажу про то, как я путешествую одна. Ха-ха. Ха-ха.
Так, ну что, я поспала 3 часика после перелета, еще немножко такая опухшая, но мне надо пройтись, поэтому я сейчас поеду на общественном транспорте на улицу, где снимались все знаменитые, наверное, фильмы. Вот это вот пешеходный переход и куча-куча народу. Вот она работает до часу, сейчас время 9:30, ехать до нее 40 минут, так что у нас будет 3 часа, чтобы там погулять. Вот, я выбрала лук, можно смотреть в другом зеркале. Так, значит, включаю. Ова. Так, такой вот у меня лук. Вот такой. Вот такой у меня лук. Я думаю, что нормально. Для первого дня в Японии, в Токио. Отлично. Все, погнали. Я добавила незаменимый аксессуар Kawasaki. Такие вот перчи. Я считаю, что Kawasaki просто обязаны в них ходить. Вот. И образ уже становится немножко дерзким. Класс. На улице где-то +7. Надеюсь, что я не замерзну. Возьму на всякий случай с собой какие-нибудь леггинсы, чтобы, если что, их надеть под платье. Ну, прям как японская женщина выгляжу. Да, прям по-японски. Я вышла на улицу, на ту самую красивую, раскрасивую, где куча всего такого японского. Вот, план сейчас, значит, смотрим на людей, наслаждаемся стилем, находим вкусную еду, находим что-то необычное, кайфуем. Жизнь одна. Я думала, типа, они такие прикольные японцы. Вот, и сейчас хожу и понимаю, что здесь столько проституции. А для меня это вообще просто шок. Вот, много проституции, много таких каких-то сексуальных подтекстов. То, что мне вообще никак не нравится. Короче, типа того это выглядит. Я, если честно, не особо знаю, что это. Не особо понимаю смысл этих услуг. Вот, и девочки, короче, стоят просто вдоль улицы. Что-то стрёмно как-то, если честно. Вот, типа, девчонки стоят, они себя продаются. Окей. Почему рамен так популярен? Во-первых, это быстрое и удобное блюдо, которое можно найти в большинстве ресторанов Японии, от уличных лавок до премиум мест. Во-вторых, рамен можно адаптировать под любые вкусовые предпочтения, меняя начинку, бульон или добавляя необычные ингредиенты. Это делает рамен универсальным и доступным для всех.
Кроме того, японский рамен стал символом японской гастрономии на международной арене. В крупных городах мира открывается рамен-бар, и многие ценят его за насыщенный вкус, комфорт и простоту. Каждая порция рамена – это не просто еда, а целая история, впитавшая в себя культуру и традиции Японии, что и делает его таким привлекательным и популярным по всему миру. Очень вкусно. Как я одна съем всю эту огромную тарелку, не особо понимаю, стоило типа 500 рублей, что удивительно мало для Японии, Токио. Я вот пока сижу, ем свой литр супа, я поняла, что я на самом деле мало подготовилась к поездке. И раньше я путешествовала, первым делом нужно всегда покупать симку в аэропорту, вторым делом снимать наличку, и третьим делом всегда носить с собой пауэрбанк. Вот, у меня разрядился телефон, сейчас придется, токийский дрифт, придется искать сейчас какой-то способ, как его зарядить, кого-то просить, потому что хочется это снимать, и такси вызвать как бы обратно. Найду. Но это реально вкусно. Прям нереально. Реально нереально. Невероятно, но я сейчас заметила, что у этого дома такая классная облицовка. Вау. Вообще. Как можно жить в такой красоте? Вы каждый день просыпаетесь, выходите на улицу, и здесь просто вот это. Как это вообще? Больше всего в данный момент меня волнует, как они могут в этом всем жить, я не понимаю. В такой красоте, чистоте, порядке, спокойствии. Каждый день ты просыпаешься, и такая красота вокруг. Мне кажется, что в них есть какой-то ген понимания эстетики, ген эстетики, ген стиля. Ну, потому что даже машины, вот все идеально. Все идеально. Это, наверное, рай перфекциониста. Конечно, несложно понять, что многие ко мне обращаются на японском. Как бы понятное дело, да? Ничего удивительного. Мне кажется, я одеваюсь так прям по-японски. Вот можете посмотреть, обозреть мой лук. Прям все по-японски. Но я также могу быть представителем, например, Сингапура или Гонконга. Вполне себе. Вот. Думаю, вряд ли кто-то смотрит на меня и думает,
России, из Москвы. Иные мысли меня посещают. Я пока шла, я подумала о том, что интересно, если здесь выйти замуж и родить ребенка, дадут ли гражданство Японии? Я уже прочитала и нашла ответ, что по идее как бы нужно жить не менее 5 лет в стране. Вот, ну и вы являетесь дееспособным, сами зарабатываете, это все понятно. Вот. Есть другое, то что могут дать послабление, если вы находитесь в браке с гражданином Японии. Там что-то вроде могут дать послабление, будут рассматривать долго заявление, но в целом, если вот даже могут рассмотреть, если вы 3 года находитесь в браке и год живете в Японии. Вот. Но есть одно но, что нужно отказаться от гражданства своей страны и иметь только одно японское. Вот. Что скажете? Отказались ли вы от своего гражданства ради японского? Так, мы с вами куда-то попали, где очень много всяких игрушек, где много очередей в магазины. Я пришла, смотрите, все уходят, видите, все уходят, а я пришла в моем стиле. Просто я уже столько людей проводила, видите, все уходят. Я пришла, но я дошла же. Японцы – это народ с уникальной культурой и историей, который привлекает внимание своей дисциплинированностью, уважению к традициям и гостеприимству. Японская культура ценит гармонию и баланс, что проявляется в повседневной жизни, искусстве, а также в отношениях между людьми. Один из самых ярких аспектов японцев – это их приверженность качеству и деталям. В Японии все, от кухни до технологий, создается с невероятной тщательностью. Японцы гордятся своим мастерством и вниманием к процессу, будь то изготовление японского ножа, создание чайной церемонии или работа в высокотехнологичных отраслях. Японцы также известны своей вежливостью и уважением к окружающим. В обществе ценятся такие качества, как скромность, терпимость и коллективизм. В Японии очень важен общий настрой и уважение к общему благу, что отражается в культуре труда, семейных отношениях и общественной жизни. Среди японцев также существует глубокое уважение к природе и искусству. Сакура, осенние листья и многие другие природные явления вдохновляют на создание поэзии, живописи и музыки. Японцы ценят моменты тишины и спокойствия, что делает их страну местом гармонии и внутреннего спокойствия. Вместе с тем, японцы обладают удивительной адаптивностью и стремлением к инновациям. Япония – одна из самых высокоразвивающихся стран в мире, и японцы постоянно находятся в поиске новых решений, которые делают их жизнь лучше. Кратко говоря, японцы – это люди с глубокими традициями, стремлением к совершенству и уважением к окружающим, что делает их культуру по-настоящему уникальной и привлекательной для всего мира.
Так, значит, рубрика «Социальный эксперимент». Сейчас будем смотреть, насколько я сливаюсь со средой. Наблюдаю за мной. Ну что, вы нашли меня? Увидели? Поймали. Ладно, глупо, но на самом деле, вот посмотрите, вот я стою, вот рядом японцы ходят. Что скажете? Похоже? Пока мне готовят кофе, хотела с вами поговорить про такую вещь в путешествиях, как уважение. Ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Это уважение, оно важно в любой коммуникации, потому что и в любой стране. Уважать культуру, уважать людей, к которым вы приезжаете, уважать правила, уважать законы, уважать, просто проявлять уважение во всем. Неважно кому, неважно какому человеку. Допустим, в Японии в любом случае, да, уважение, оно во всем. Все относятся очень уважительно к тебе, и ты, естественно, относишься уважительно в ответ, но никогда не нужно спорить ни с кем в другой стране. Вы находитесь на чужой территории с чужими правилами, с чужими правами, и это все абсолютно нормально, если, например, вы что-то делали не так. Вот, потому что вы можете не знать о чем-то. Но проявлять вообще уважение к культуре, к традициям, это прям супер важно. Итак, мой лук вечерний. Красота. Так, я наконец-то увидела шибу. Это та порода, которую я хочу завести по возвращению в Москву. Порода родом из Японии. Очень классная. Я прям обожаю их. Ой, не заходите в дарку. Может, там есть эти песики. Так, это что едят местные собаки? Шоу «Мне так жить» называется. Но это блюдо стоит 500 рублей. То есть как человеческое. Вот тортик, чтобы поздравить. Ну вот тут мое сердце поплыло. Да? Ой. Всех хочется забрать. Все, пошли с нами. Ой, ты боже, что это за чудо такое? Пойдешь со мной? Привезу домой сувенир. Ой, 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 ой. Кто это? Кто это? Стоит 150 тысяч рублей почти. Да, очень хочется, скажу, отсюда выйти. Я тебя понимаю. Tokyo Sky Tree, также известный как Небесное дерево, это новейшая теле- и радиовещательная башня, ставшая ярким символом Токио. Башня находится недалеко от района Асакуса. Ее высота 634 метра вместе с антенной, что является мировым рекордом. Высокая, красивая. Вот, а внизу происходит вот такой вот карнавал, такая вот новогодняя тут атмосфера. Так вот. Все вот так вот. Все вот так вот, вот так вот. Очень красивая здесь такая новогодняя атмосфера. Вот, все-таки в Японии есть Новый год. Все к нему готовятся. Очень мило, очень красиво, очень тут красиво. Везде коллеги-блогеры вокруг все фоткаются с башней. Вот она вот такая вот. Такая вот. Hey yo, Jill, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip. А чего-то сегодня такое, да?
Чего? Приходилось ли вам загадывать желание, когда звезды падают? Ну, так ладно. Чего? But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out of role. Riders on the storm. Так, ну начинаем праздник еды. Это мисо-суп. Видимо, его надо пить. Как будто бы все, что у нас есть в России, это жалкая пародия на настоящий мисо-суп. Тут у нас что-то есть. Кто-то плавает. Ну, вообще, в Японии как бы развита вот эта вот морская живность. Надеюсь, что это не фуга или фога, как ее там. Это рыба. Аригато, аригато. Так, вот так выглядит сашими. Точнее, нигири. Это кто-то. Сейчас будем пробовать. Все рассыпается. Я точно в раю. Сомнений никаких. Я обожаю суши, я обожаю роллы, и я охочусь за вкусными суши и роллами в России. Здесь как бы охотиться особо незачем, да? Вот, и в России я прям охочусь. Аригато, аригато газимас. На самом деле выглядит прям очень плохо. Вот. Но почему-то у меня есть такое ощущение и уверенность, что на вкус они просто unreal. Попробуем. Что и следовало ожидать, это капец как вкусно. Я думаю, что вкус достигается также качеством рыбы. Могли бы, конечно, получше их накрутить, не делать это просто рандомными взмахами ножа и крыла. Но вкусно просто нереально. Так, вышло 2500 юаней, 500 йен, точнее, почему я юани называю? У меня есть ощущение, прям четкое ощущение, что японцы взяли все лучшее из мира и привезли себе сюда, здесь культивировали и еще с любовью к этому отнеслись, вот, и кайфуют. Просто я столько вижу кайфующих людей от жизни, не передать словами. Я уже счастливая, покушавшая. Вообще класс. Сейчас поедем в еще одно место, да. Честно, немножко в таком предвкушении нахожусь, что же там будет. Там самые известные коктейли. Много раз их видела в запрещенной сети, в коротких видео. И вот, я уже в 5 метрах от этого места. Я приехала в Токио к самому известному в мире бармену пробовать самые известные в мире коктейли, которые сейчас просто завирусились. Короче, у меня осталось 1,5 часа до выступления вот этого супер-мега крутого бармена, который очень известен в социальных сетях, очень известен.
У меня есть 1,5 часа. Рядом в 10 минутах ходьбы находится улица, где очень много баров. Предлагаю сходить туда, посмотреть, что там, потому что сегодня суббота, наверняка что-то там происходит. Сейчас будем угорать над тем, что здесь есть. Пожалуйста. Так, давай. The most exciting showcase is back. Ну, давай быстрей. У меня памяти немного для тебя. Оба. Капец, просто капец. Все, дальше цензура. Вам нельзя такое смотреть. Если честно, мне очень страшно на этой улице куда-то заходить, потому что везде стоят девчонки. Я думаю, может быть, зайти, а там написано 5000, 1 час, 5000 йен. И стоит девочка такая. Я такая думаю, понятно. У меня явно не в ту сторону. Короче, вообще хер знает, что делать мне на этой улице. Вот, чувствую себя небезопасно. Какие-то темнокожие ходят, даже зазывалы. И они так зазывают, что к ним даже близко на километр не хочется подходить. Даже не то, чтобы... Вот с этим стаканчиком я проехала уже полгорода. Полгорода проехала, ни одной мусорки я не увидела. Не знаю, как предполагается, конечно. Вот, но я еще хожу с ним. Юдза Камае – это японский дизайнер и основатель знаменитого бара Центифолио, который стал настоящим символом культуры коктейлей в Токио. Центифолио, расположенный в районе Накана, известен своим уникальным подходом к созданию коктейлей и атмосфере, отражающей эстетику японского минимализма и вниманием к деталям. Юдза Камае начал свою карьеру в сфере моды, но затем открыл для себя мир барменства и быстро стал признанным экспертом в этой области. Вдохновленный своей страстью к точности и утонченности, он создал Центифолио как место, где сочетаются высокие стандарты обслуживания, инновационные подходы к созданию напитков и особенная, почти философская атмосфера. Одной из особенностей бара является его концепция, ориентированная на натуральность и свежесть. В Центифолио используются исключительно свежие ингредиенты, от фруктов и трав до редких настоек и сиропов. Основатель уделяет внимание каждому аспекту, от выбора алкоголя до техники подачи, создавая коктейли, которые не только восхищают вкусом, но и визуально становятся настоящими произведениями искусства. Кроме того, бар отличается минималистическим интерьером, который создает атмосферу уюта и спокойствия, идеально подходящую для тех, кто хочет насладиться качественными напитками в тишине и без спешки. Это место привлекает как местных жителей, так и туристов, стремящихся открыть для себя японскую культуру коктейлей. Юдза Камае также известен своим инновационным подходом к классическим коктейлям. Он часто экспериментирует с новыми техниками, такими как использование жидкого азота для создания удивительных текстур или подача коктейлей с неожиданными элементами, что делает каждый визит в Центифолио уникальным опытом. Если вы оказались в Токио и хотите попробовать нечто действительно особенное, бар Центифолио – это место, где кулинарное искусство встречается с напитками. Атмосфера, внимание к деталям и оригинальные коктейли Юдза Камае делают этот бар обязательным для посещения для всех любителей хорошего напитка и уникальных впечатлений. Класс. Супер. Просто мой майбах. Отлично. Конничева. Доброе утро в столице Японии. И сегодня у нас с вами ждет очень насыщенная программа. Мы с вами отправимся в кафе с капибарами и поедем будем смотреть дрифтинг. Да, мне кажется, это самое лучшее, что можно вообще придумать, что поделать в Токио, поэтому посмотрим эти классные места. Так, тем временем мы с вами идем в местную кофейню. Сегодня воскресенье,
Все отдыхают, кайфуют, все как обычно. И сейчас будем пить кофе. Вот сюда идем. Посмотрим сейчас, как здесь. Так, вот такая вот красивая тут кофейня. Класс. 1600. Да? Ну, прям. Так, теперь, что я вам говорила о японских мужчинах. Ай! Просто посмотрите, какие они симпатичные. Но я хотел бы влюбиться, да? Ну, например. Но они же начнут сразу, это мне не надо, мне это не подошло. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone. Значит, я позавтракала, и больше всего на свете я ненавижу самокаты. Поэтому мы сейчас поедем именно на них, на самокатах, до кафе с капибарами. Идти туда 45 минут, на транспорте ехать 30, а на самокате ехать минут 15-20. Вообще-то холодно, но мы попробуем. Не понравится, оставим эту идею, возьмем такси или там дойдем пешком. Итак, смотрим. Значит, сумочка кладется вот сюда. Так, вот мы сумочку положили. Все, она нам больше не мешает. Блин, честно, очень холодно. Я еще оделась так, чтобы было красиво. Вот, и не знаю, как бы мне кажется, что я замерзла на самом деле по пути. Вот, у меня есть перчатки, у меня есть на голову что надеть, поэтому, наверное, будет норм. Это очень смешно. Вот так. Вот так. Как вам? Интересно, руль, наверное, не регулируется. Блин, ну, короче, это как байк, по сути. Как это удобно. Спрашивай повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Ой, бля. Моя главная профессия повар. Ага, а твоя? А твоя, наверное, врач, повар, нет? Я повар. Слушайте, ну мне нравится это, конечно, блюдо. Как будто бы мы сейчас испробуем. Короче, я не пойму, как его стартовать, потому что я все сделала, нажимаю и не нажимается. Ничего не пойму, что надо нажать здесь. Вот, хер пойми. Никаких тут педалей, ничего нету. Чё за черт? А чего это сегодня такое, да? Чего? К тому самому месту, которое я столько ехала. Да, вы угадали, Капибара, 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 капибара,
Капибара, капибара, капибара, капибара, капибара. Капибара, 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 капибара. Это зверек реально крутой. Это бро капибара бой. Это зверек реально крутой. Это бро капибара бой. Он так бегает типа тупой, но он реально капибара бой. Это зверек реально крутой. Он реально капибара, капибара бой. Капибара. Капибара, 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 капибара. Капибара, 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 капибара. Капибара, 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 капибара. Капибара, капикара, капибара, капибара, капибара. Капибара, 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 капибара. Так, все очки, все, что мы здесь. Капибара, 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 капибара. И в следующих сериях... Так, это наша машина сегодня, на которой мы будем ехать. How much money did you pay for this car?